Всем привет! Сегодня я к вам пришла с аффирмациями. Тема спорная, я знаю, а мне кажется, я придумала просто гениальную технику, как сделать аффирмации гарантированно работающими, даже тогда, когда вы не верите, когда их произносите. Плюс еще усилить их и сделать бесконечно мощными. И, возможно, я не первая, возможно, кто-то уже сделал такую же технику, но я про это не знаю. Поэтому, пожалуйста, не пишите мне в комментариях, что уже есть люди, которые это придумали до меня. Не убивайте мой момент гордости и славы. Я вам, конечно же, все покажу и расскажу, поделюсь всеми своими секретами, но сначала немного теории. Что общего у аффирмации, медитации и нейрографики? Первое. Во время этих практик мы успокаиваем свой суматошный ум, убираем внутреннюю тревогу и приходим в душевное равновесие. И именно из этого состояния спокойствия, когда мутная вода устаканилась, улеглась, весь осадок внизу, а сверху кристальная чистая гладь, именно тогда мы можем посмотреть просто как в зеркало и все про себя понять, увидеть все решения и все действия, которые нам нужно сделать, чтобы выйти из какой-то сложной ситуации. Второе. Мы формируем фокус на желаемом. Помните про это упражнение, когда просят посчитать предметы в комнате, закрыть глаза и сказать, а сколько было предметов другого цвета. И никто не может сказать сколько, потому что фокус был на цвете, который просили посчитать. Все так же, как и в жизни. Например, приходите в салон купить машину определенной модели, а вам говорят, что есть, но ярко-малиновая. Вы так думаете, вроде и скидка хорошая, потому что цвет редкий, но не уверена. Возьму пару дней подумать. Выходите из автосалона, и, о чудо, мир поменялся. Оказывается, на дорогах вашего города куча малиновых машин, которых до этого вы не замечали. А почему? Потому что не было фокуса. И в нашей жизни реально нас окружают гигабайты информации, но мы замечаем лишь те кусочки пазлов, на которые у нас фокус. Если фокусируемся на неудачах, безденежье, мужики-козлы, мы именно это и видим в реальности. Наш мозг фокусируется на этом и показывает нам то, что мы хотим видеть. В процессе нейрографики, медитации, аффирмации мы формируем новый фокус. Третий общий эффект у этих практик. Мы не просто формируем фокус, но мы еще и погружаемся в новое для себя состояние. Невозможно открыть новую дверь старым ключом, также и нам невозможно войти в свою новую жизнь с прежними нами, с нашим старым состоянием. Для нашей новой жизни нужно наше новое состояние. И наверняка вы тоже замечали, что состояние всегда определяет результат. Очень важно, в каком состоянии мы что-либо делаем или говорим. Помните этот старый мультик «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Так и здесь. С каким состоянием мы входим в какой-то процесс, таким будет и конечный результат. Быстренько пример приведу. Допустим, вы сказали начальнику, что после обеда к нему зайдете на серьезный разговор. И хотите вы с ним поговорить о повышении вашей зарплаты. Он об этом еще не знает, но знаете вы. И состояние номер один. С утра понеслось. Заказчики звонят, матерятся, все валится из рук, поставки срываются, какие-то звонки, какое-то хамство. Коллеги почему-то чудят, на обед сходить не успели, голодная. Подходит время идти к начальнику, и вот вы такая вся дерганая, заходите, чувствуете полную никчемность, что у вас вообще ничего по жизни не получается. И если вы будете в таком состоянии просить о повышении зарплаты, то исход очевиден. И другой вариант. С утра все идет идеально, у вас все получается. Получается даже лучше, чем вы обычно делаете. Сходили на обед, прогулялись, освежили голову, отвлеклись от работы. Перед тем, как идти к начальнику, достали свой банк достижений. Про него я тоже говорила, оставлю ссылку. Прочитали достижения, вспомнили, какая вы крутая, сколько вы всего классного уже сделали в жизни, сколько вы преодолели. И вообще вам не зарплату надо повышать, а должность новую давать. И в этом состоянии ресурсности, когда вы понимаете, что вы вообще королева офиса, приходите к начальнику. И здесь уже исход будет другой, потому что наше состояние всегда определяет результат. И нейрографика, медитация, аффирмации темы ценны, что они нас вводят в это состояние. И если мы умеем долго держать это состояние, прям чувствуем, как мы себя им пропитываем, перестраиваем нашу ДНК, тогда мы начинаем меняться. Начинает меняться наше поведение, наше восприятие, наши реакции. И у кого гарантированно работают аффирмации? У тех, кто в них верит. То есть, когда вы их проговариваете, вы не просто толдычите одно и то же, а когда прям чувствуете, что да,
что это моя новая жизнь, я знаю, что так будет. Я не просто верю, я даже знаю, что да, это все случится, я уже в этом состоянии, я вижу себя в нем. Кстати, Джон Кеха говорит о том, что не обязательно верить в аффирмации, потому что они работают и без этого. Я оставлю в описании ссылку на это видео, можете посмотреть и вдохновиться. Честно говоря, я не верю, что аффирмации работают, когда вы их не чувствуете, в них не верите, поэтому я придумала свой способ, как сделать так, чтобы они работали. И моя техника, она совмещает аффирмации и нейрографику или арт-терапию. Я покажу вам два способа. Первый для тех, кто нейрографику не рисует и не собирается этого делать, а второй для нейрохудожниц. Чем же эта техника так хороша? А тем, что в комбинации аффирмации с арт-терапией или нейрографикой мы получаем четвертый эффект. И он про перевод наших мыслей из мира фантазии, чего-то неосязаемого, в физический мир, в мир нашей реальности. Здесь есть вариант для тех, кто вообще не хочет рисовать. Аффирмации не просто проговаривать, а прописывать. Вариант хороший, но трудоемкий, потому что писать долго. И мы уже все отвыкли писать, мне кажется. Поэтому я и предлагаю вам художественный способ, как сделать аффирмациями дико мощными. Я сейчас пойду за стол и покажу вам все варианты, как вы можете художественно усилить свои аффирмации и превратить их в свою реальность. Первый вариант – просто арт-терапия, еще пока никакой нейрографики. Будем рисовать круг. Прорисовывая круг, повторяйте про себя эту аффирмацию. Пока рисуете, делайте круг более ровным, постоянно повторяйте эту аффирмацию. Рисуйте круги разных размеров, в разных местах. Лист можете взять любого формата, у меня, наверное, А5, просто лист, вырванный из готового альбома. И не обязательно его заполнять весь кругами. Вот сколько вам будет достаточно, на этом месте можете остановиться. Рисуйте круги и проговаривайте свою аффирмацию. Желательно, чтобы круги у вас пересекались. Если есть где-то какие-то шероховатости, можете их сгладить. Просто довести всякие заусенцы и висящие линии до ближайшего края круга. Это не нейрографика, поэтому здесь это не критично, если у вас будут где-то пересечения и висеть всякие хвостики. Нарисовала 4 круга, под каждый проговорила свою аффирмацию. Вынесла ее из мира своих фантазий в реальность. Вот они физически уже обрели форму. Это моя аффирмация, так она выглядит в реальности. И сознание начинает в нее верить. Фокус сформирован. На этом можно остановиться. И, например, завтра снова хотите усилить свои аффирмации, поработать над ними, можете сесть и продолжать рисовать круги. Круги могут выходить за рамки вашего листа, они могут быть не совсем округами, главное, чтобы они были округлой формы. И вот потихоньку каждый день проговариваете аффирмации и рисуете свои круги. Это первый уровень. Просто рисуйте круги, проговаривая аффирмации. Здесь же есть задание со звездочкой. Эти круги можно поженить, связать друг с другом. Это уже элемент нейрографики, но еще не сама нейрографика. Ваша задача избавиться от всех острых углов. Сейчас покажу как. Например, вот у меня есть пересечение, и я его округляю. Так как это не нейрографика, то даже если вы не будете их округлять, то ничего страшного. Допустим, в это пересечение я скруглила, и теперь я могу его закрасить. Пока я закрашиваю, пока я скругляю, я про себя повторяю свою аффирмацию. И так продолжаю убирать все острые углы. Причем, опять же, я могу убрать острые уголки только у одного круга. Как только почувствую, что на сегодня мне достаточно. Все, я хорошо поработала с аффирмацией, прониклась идеей, почувствовала нужное мне состояние и пошла жить и действовать из него. Я могу оставить этот лист и вернуться к нему уже в какой-то другой день. Также продолжить рисовать круги, если хочется их скруглять. И есть еще третий уровень с 2 звездочками, когда вы берете карандаши и начинаете разукрашивать свои круги в цвета, которые вам хочется. Опять же, пока раскрашиваете, проговаривайте про себя свою аффирмацию. С этим рисунком я еще поработаю, доведу его до состояния, когда весь мой лист будет заполнен кругами, все их скруглю, раскрашу.
И готовый рисунок выложу в свою группу Telegram, в которой мы делимся своими рисунками по моим мастер-классам и онлайн-курсам. Поэтому, если хотите, загляните и посмотрите. Я перехожу к версии для рисующих нейрографику и рисуем алгоритм выявления намерений. Но рисуем мы его, проводя линии и проговаривая про себя или вслух нашу аффирмацию. Там, где видите круги, сразу же их можете выделить, пока работаете с кругами. Также проговариваете про себя свою аффирмацию, получаете удовольствие, входите в нужное состояние. Провожу еще одну линию. Вижу круги, тоже их сразу же вывожу. Это не обязательно, кстати. Если вам не хочется кругов, то можете их и не делать. И теперь начинаю скруглять все пересечения, которые у меня есть на рисунке. Конечно же, пока скругляю, повторяю про себя свою аффирмацию. Кстати, это именно та техника, под которую приветствуется включить какую-нибудь медитативную, спокойную, приятную музыку, чтобы вас, например, как меня сейчас, не отвлекали звуки с улицы, чтобы сосредоточиться на своих внутренних ощущениях, в своем новом состоянии, которое мы в себе усиливаем. Поэтому спокойно ставьте музыку, которая вам нравится. Можно что-то типа ханга, да, в общем, все что угодно. У меня для этого есть радио Дзен. У них есть несколько направлений, и каждая, практически каждая, идеально подходит под эту практику. Помните о том, что мы постоянно проговариваем свою аффирмацию. Весь смысл именно этого нейрорисунка как раз в том, чтобы фокусироваться на своей аффирмации, или можно сразу работать с несколькими аффирмациями. Еще забыла сказать, что в этой технике рисовать можете вообще чем угодно. Даже лучше, если это будут разноцветные карандаши или маркеры, или фломастеры. Чем что-то яркое, что-то, что вызывает у вас детский восторг. Сейчас чуть позже объясню, почему. И, допустим, я поработала, чувствую, вошла в состояние, напиталась, и мне на сегодня достаточно. Я могу этот рисунок оставить и на завтра, например, взять какой-то другой цвет и уже работать им по этому рисунку. Проводить новые линии, выделять круги, например. Вот сейчас вижу, что у меня здесь, оказывается, круг спрятался. И точно так же, как и в предыдущий день, проговариваю аффирмации. Те аффирмации, которые у меня уже есть на этом рисунке. То есть продолжаю свою работу с теми установками или с теми состояниями, которые я хочу себе внушить. Состояниями, которыми я хочу себя напитать и приучить себя в них быть, в них жить и уже из них действовать и строить свою жизнь. И также провожу линии новым цветом, проговариваю аффирмации и работаю как обычно. Начинаю все скруглять. Если где-то есть круги, их выделяю. Можете не менять карандаши, работать всегда одним цветом. Тут уже абсолютно все зависит от вас и от ваших желаний. У меня такой рисунок может лежать неделю. Вот я каждый день к нему подхожу, что-то добавляю, прорабатываю, постепенно его наполняю. То есть не обязательно сесть и прям сидеть 1,5-2 часа все это вырисовывать. Пара линий, скругление, несколько шаров, кругов достаточно. Как почувствовали, что все, напиталась, вошла, чувствую, верю, значит, на сегодня достаточно. Или, может быть, не на сегодня. Может быть, в этот же день попозже вам захочется вернуться к рисунку и еще добавить линий, кругов и так далее. Например, покажу вам рисунок, который я еще не закончила. Мне осталось совсем чуть-чуть. Ну, тут буквально пара линий
То есть спокойно можете работать столько времени с рисунком, сколько вам нужно, сколько вам комфортно. А на сегодня у меня все. Своими рисунками можете делиться в моей группе Telegram. Я его специально создала для ваших рисунков по моим видео и мастер-классам. Ссылку оставлю в описании. Приходите, буду вам очень рада. Классных, мощных, красивых вам рисунков и увидимся в моих следующих видео. Пока-пока.